Всем привет! В этом ролике я расскажу о таких необычных существах, как аксолотли. Аксолотлей нельзя назвать животными в привычном для нас смысле этого слова, так как они являются личинками других животных, земноводных и семейства амбистомовых. Это семейство состоит из одного рода, в который ходит более 30 видов. Среди них мексиканская амбистома, аксолотли которой наиболее распространены в научных лабораториях и среди аквариумистов. Аксолотли достигают зрелости и способности к размножению, не превратившись во взрослую форму. То есть взрослые и крупные аксолотли сохраняют внешний вид личинок и живут только в воде, в отличие от земноводных амбистом. Это явление называется неотения и встречается не только у амбистом, но и у других видов животных. Размер взрослого аксолотля около 25 см. При этом встречаются как мелкие особи длиной до 15 см, так и великаны, достигающие 45 см. Расцветка довольно разнообразна. Особи с природным цветом бывают белые, светло-розовые, золотистые, серые, черные и темно-синие. От спаривания обладателей разных расцветок порой рождается потомство с интересными вариациями окраса. Кроме того, в наше время с помощью генной инженерии выводятся необычайно яркие виды этих амфибий. У аксолотлей крупная голова, широкий рот и мелкие глаза, которые видят предметы лишь на близком расстоянии. 3 пары наружных жабр на голове животного придают ему необычный сказочный вид. Они являются, пожалуй, главным отличием аксолотлей от взрослых амбистом. Конечности аксолотлей недоразвиты и обладают длинными тонкими пальцами, по 4 на передних и по 5 на задних лапах. Наверное, как и многие из вас, я узнала об аксолотлях благодаря знаменитой игре Minecraft. Представители компании Mojang, которая занимается развитием этой игры, утверждают, что добавили в игровую среду аксолотлей, дабы привлечь внимание людей к проблеме популяции этих животных. В самом деле, в наши дни аксолотли оказались на грани вымирания. Это связано в первую очередь с проблемами их ареала обитания. Одно из 2 пресноводных озер, в котором в основном обитали эти животные, почти полностью исчезло. Причем сделано это было людьми искусственно. Называлось это озеро Чалко. Расположенное на территории современного Мехико, оно часто выходило с берегов, затапливая прибрежные районы. Неподалеку от него располагалось озеро Сочемилько, в котором когда-то также жили и размножались аксолотли. Но и от него в наше время осталась только сеть разрозненных каналов на территории городского парка. Поэтому в наше время аксолотли обитают в основном в аквариумах у любителей экзотических питомцев или на специальных мини-фермах, где их разводят для научных лабораторий и для продажи. Кстати, в некоторых ресторанах Мексики и в одном из элитных ресторанов Японии из аксолотлей готовят кулинарные блюда. Аксолотли плотоядны. В естественной среде они питаются червями, креветками, моллюсками, насекомыми и прочей мелкой живностью. Зрение у аксолотлей слабое, поэтому еду они находят благодаря обонянию. Пища всасывается прямо в желудок, зубы у них абсолютно не развиты. Аксолотли предпочитают ночной образ жизни. Пик активности у них приходится на восход и закат солнца. Продолжительность жизни около 10-15 лет. В возрасте 1 года аксолотли уже способны к размножению. Самки откладывают, как правило, около 300 яиц, хотя размер выводка порой может достигать 1500. Через 2 недели из яиц появляются первые крошечные личинки. Новорожденные мальки имеют только жабры, но не имеют конечностей. Задние лапки появятся у них примерно через неделю, а передние через 3-4 месяца. Иногда в одном яйце бывает 2 эмбриона. Эти 2 зародыша затем могут слиться в один. И если они будут разного цвета, то получится наполовину розовый, наполовину коричневый экземпляр. Таких аксолотлей принято называть химерами. В аквариумах родители лучше отсадить от мальков, так как они обычно поедают свое потомство. Аксолотль обладает уникальными способностями к регенерации, то есть организм этих животных может полностью отращивать утраченные конечности, хвост, часть глаза и даже определенные части головного мозга. Это явление изучается многими учеными с целью глубже понять процессы восстановления частей живого организма. Такие исследования существенно развивают медицину и ветеринарию. Кроме регенерации, аксолотль обладает и рядом других качеств, которые сделали его одним из самых популярных видов для лабораторных исследований. Процесс превращения аксолотля в амбистома называется метаморфоз. Вызвать его можно искусственно. Если переселить животное в более сухую и холодную среду, то в течение нескольких недель аксолотль превратится в амбистому. У него изменится окрас и форма тела,
исчезнут наружные жабры и удлинятся конечности. Земноводная впредь сможет больше времени проводить на суше, в то время как аксолотли, подобно рыбам, могут жить без воды лишь ограниченное время. Зато регенерация у амбистом значительно слабее. Метаморфоз можно вызывать также путем инъекции или добавления в пищу йода или специального гормона. Попытки искусственно запустить процесс метаморфоза аксолотля нередко приводят к смерти животного, особенно когда этим занимаются люди без профессиональной подготовки. Слово аксолотль дошло до нас из средневековья. Образовалось оно от похожего слова в языке науатль, которое обозначало водяная собака или скорее водяное чудище. На этом языке говорили коренные народы Центральной Америки, а потом и европейские завоеватели. Аксолотли очень популярны среди аквариумистов всего мира, несмотря на то, что они достаточно сложны в содержании. Будучи хищниками, они зачастую поедают соседствующих с ними мелких рыб. При этом сами могут стать жертвой более крупных обитателей аквариума. Одним из главных условий содержания аксолотлей является температура воды, которая не должна превышать 21 градуса. Добиться этого, особенно в летнее время, можно только с помощью специальных устройств – охладителей. Кроме этого, в аквариуме необходимо обеспечить постоянную аэрацию и фильтрацию. Брать аксолотли руками не рекомендуется, так как температура человеческого тела может вызвать у него ожоги. Нужно также следить за другими параметрами воды, такими как жесткость и кислотность. Регулярно менять часть воды на свежую, предварительно отстоянную. Кормить аксолотлей нужно также, строго соблюдая определенные правила. Но все эти усилия, старания и потраченное время стоят того, чтобы любоваться в своем аквариуме этими удивительными созданиями. Если вам понравился этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. В любом случае, спасибо за просмотр.